Всем привет! Мы продолжаем серию наших стримов офф-топ про выгорание. Если вы вдруг не видели наш предыдущий выпуск про выгорание «Длинные каникулы», можете посмотреть его по ссылочке в описании. Сегодня мы будем говорить про то, что такое выгорание и как с ним бороться, если вы вдруг у себя его обнаружили. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела объявить о том, что сегодня мы проведем 2 розыгрыша. Первый розыгрыш будет проходить здесь, на YouTube. В комментариях вы можете оставлять свои вопросы, на которые мы ответим в конце. И выберем самый интересный и понравившийся нам вопрос, и за него автор этого вопроса получит вот такой вот плед. Второй розыгрыш у нас будет проходить в нашем Instagram-аккаунте. Для того, чтобы поучаствовать в нем, вам необходимо прислать фотографию, как вы смотрите наш стрим, отметить наш канал, вы получите номер, и мы потом разыграем такую вот сумочку. Она у нас тоже есть. И к нему будет идти вот такая кружка, но без помады. Да, без помады. Итак, сегодня в гостях у нас Кристина. Кристина у нас дипломированный психолог по подходу экзистенциально-гуманистическому подходу. Да. Кристина, тебе слово. Расскажи. Всем привет. Я очень рада здесь быть сегодня. У меня много любопытства и интереса, как все пройдет. Также вместе с этим я волнуюсь. Хочу как-то обозначить, что я буду подсматривать иногда в свой конспект, чтобы меньше волноваться. Это будет моей такой опорой. И важный момент, который хочу сказать, что я не являюсь экспертом в теме эмоционального выгорания профессионального. Я такой, скажем так, тихий практик. Уже 5 лет я работаю с клиентами достаточно интенсивно, без перерыва. И некоторых клиентов я уже провела, скажем так, помогла справиться с этой сложностью. Поэтому я думаю, что можно сегодня порассуждать. Да, давай тогда, наверное, начнем с того, что вообще такое выгорание. Я бы хотела сначала начать все-таки со стресса. Да? И знаете, так, чтобы вы представили как будто бы такую прямую, да, линию, где находится стресс, потом идет эмоциональное выгорание, а потом идет депрессия. Да? И я по мере того, как я буду рассказывать, вы поймете, да, почему это такая прямая. И мы перейдем к эмоциональному выгоранию. Но что касается стресса, то есть стресс — это напряжение, да, которое влияет на психическое и физическое состояние человека. Но есть такое понимание, как позитивный и негативный стресс. Да, в том же по-другому, если да, то конструктивный и деструктивный. Конструктивный стресс, то есть это такой кратковременный стресс, да, который является таким развивающим стрессом, который, я, по-моему, сказала, да, что он длится не очень долго, да, например, смотрите, то есть сегодня я реально испытываю стресс, да, то, что я здесь, я никогда еще не выступала так перед камерой, да, и для меня это стресс. Но нам важно идти в такой стресс, потому что он является для нас, развитием. Но есть деструктивный стресс, да, то есть он более такой затяжной по времени, и он уже оказывает, получает на организм более такое длительное, да, напряжение, и этот стресс может привести к апатии, да, и также к эмоциональному выгоранию. Да, например, какой это может быть стресс, да, какая-то сложная ситуация на работе, например, когда человек не справляется, да, с какими-то своими, если про работу говорить, обязанностями. Может быть, кстати, длительный стресс — переезд, да, и человек тоже как-то не получается, может быть, какие-то контакты новые завести, да, то есть как-то использовать такие
ну, адаптироваться, да, к этим условиям, мне получается. Вот, поэтому, ну вот, про стресс, если вот как-то так. Ну, в принципе, люди, да, в течение своего даже, наверное, простого дня всегда сталкиваются со стрессом, будь то стресс на работе, будь то стресс какой-то дома, либо от каких-то событий. Да, да, мы, ну, как-то мне кажется, что люди вообще, ну, живут в стрессе, да, и мне кажется, вообще в таком хроническом, скорее, ближе к хроническому, да, и вот, знаете, очень важный момент такой хочу обозначить, что есть способы, да, как такие деструктивные, как человек осознанно или неосознанно справляется с таким стрессом хроническим, да. Вот это такие я какие-то основные назову, да, например, это шопоголизм, да, это наркомания, ну это такая уже, конечно, вот это алкоголь, ну алкоголь, наркотики, это может быть, кстати, уход в работу, да, тоже как способ. Защитный механизм такой. Да, вот уход в виртуальную реальность и экстремальный вид спорта, тоже, как ни странно. Вот, и поэтому я проговорю в конце, это уже будет, когда речь пойдет про профилактику, да, что важно все-таки учиться потихонечку, да, и находить способы экологичные, как справляться со стрессом. Вот, про это я чуть позже поговорю. Да. Тогда давай больше, наверное, ближе к тому, что есть выгорание. Вот как раз-таки эмоциональное выгорание — это результат, да, такого, когда человек, ну, долго не справился с вот этим хроническим стрессом, да, и его описывают как такое сильное, такое физическое, эмоциональное истощение, вот. То есть, когда человек находится длительное время в каком-то стрессе, он может прийти к выгоранию. Да. Хорошо, а допустим, как в принципе можно отличить просто стресс от именно выгорания? Просто стресс от выгорания, все-таки в стрессе, ну, во-первых, вот симптомы очень похожи, да, и действительно не так просто бывает отличить, но вот со стресса, да, человек как раз-таки переходит в это эмоциональное выгорание, и симптоматика стресса, она очень похожа, но она меньше по интенсивности. И когда я просто уже, чтобы не останавливаться на симптомах стресса, да, мы лучше проговорим про дальше, да, про симптомы выгорания. Вот, и в принципе будет понятно. Но мне важно сказать, что в 2022 году в январе в МКБ-11, это, да, международная классификация болезней, эмоциональное выгорание вводится как уже болезнь, да, то есть, да, это очень важный такой момент, вот, то есть это звучит она так, сгорел на работе, вот, собственно говоря. И вот что касается какой-то статистики, да, то вот зарубежные IT-компании 57% людей, которые работают, так или иначе сталкивались с симптомами, находят у себя симптомы вот этого хронического стресса, то есть эмоционального выгорания. Сейчас, мне кажется, с учетом века технологий, да, и доступности любой информации, в принципе, люди как-то начали больше говорить о том, что да, есть такое выгорание, что с ним не то чтобы там многие, но достаточное количество людей сталкивается, и что этого, в принципе, не нужно бояться, что как бы есть какие-то выходы из этого. И если вот так вот взять человека, как ему понять, что он выгорел? Ну, вот есть симптомы, да, такое понимание, как симптомы. Ну, бояться, как бы, да, не стоит, потому что это синдром, который, в принципе, ну, почему синдром, да, потому что он может появляться, то есть, например, вы его как-то преодолели, а через какое-то время, да, там он опять может появиться, да, то есть, в принципе, мы можем с этим справляться, но бояться все-таки стоит. И у меня такая есть скрытая цель, про которую не хотела говорить, что я хочу напугать
вот, немножечко, но это потом все-таки. Вот, ну, скорее, конечно, я шучу, напугать, чтобы как-то смотивировать. Вот, к действиям. Что касается симптомов, да, то очень важно понимать, что их огромное количество, там, ну, может, 100, да, или больше, да, разных симптомов. И бывает непросто на самом деле отличить, да, эти симптомы и, ну, скажем так, отличить скорее не симптомы, а стадии, да, потому что есть разные стадии выгорания у себя, да, вот, и попрошу вас все-таки, это такая теоретическая информация, да, не ставить пока себе, с одной стороны, диагнозов, да, вот, а с другой стороны, ну, да, как бы послушать, что-то, возможно, будет отзываться, вы просто как-то отмечаете, да, если вот что-то про вас, вот, как-то так. Вот если перейти к симптомам, да, я, ну, не буду, конечно, называть все, да, и какие-то основные хочу начать с того, как они проявляются могут на работе. Да, то есть на работе, например, когда человек работает, он как-то начинает делать свою работу на автомате. То есть получается, что не испытывает какого-либо удовлетворения, да, от того, что он делает. Вот. Еще такой очень важный момент, что, знаете, снижается восприимчивость, то есть вот такая эмоция, как любопытство. Да, то есть человека как-то исчезает любопытство, и вместе с этим творческий подход к работе, он как будто бы, ну, теряется, да, то есть вот нету какого-то такого вдохновения, вот как, да, как по-другому, да, не сгори, да, зажигалочка уже не так не зажигается, да, вот если по-другому, вот. Начинает это еще на работе проявляться как некоторая замкнутость, то есть раздражение к сотрудникам, вот, может быть в коллективе, ну это, конечно, и дома, если это уже, да, эмоциональное выгорание там и с родными, вот, и с близкими, то есть какая-то отстраненность может появляться тоже, и вообще, ну, в принципе, наверное, я, наверное, все сказала, да, что касается рабочему. Смотри, если, допустим, вот ты говорила, пропадает интерес к работе, как отличить, что это именно выгорание, а не просто там, допустим, работа неинтересная или там не твоя? Ну, это вот, кстати, мысли, да, о том, что работа, вот хочется сменить деятельность, да, это часто бывает как раз-таки из-за этого эмоционального выгорания, да, что не факт, что как бы дело в работе. Ну, как это лечить? То есть это, конечно, какой-то такой затяжной по времени, да, вот точно больше 2 недель уже какой-то в длительном таком более находится. Смотреть на выгорание, да, то есть мы, наверное, будем больше говорить здесь про все-таки профессиональное выгорание, но тем не менее выгорание же может касаться не только работы. Да, не только работы, и вот как интересный такой момент, что как само оно было, как понимание введено как выгорание профессиональное, да, но потом взяло шире вообще, ну, свою форму, и вот сейчас даже выгорание бывает у, например, матерей, которые с детьми сидят, да, эмоциональное выгорание, да, что как-то неприятно у подростков и даже у детей на сегодня вот бывает эмоциональное выгорание, да. Тут поступил такой вопрос, является ли то, что вы перестаете о себе заботиться, фактором выгорания? Ну, тут сложно сказать, тут скорее, заботился ли раньше, да, человек о себе, да, тоже, может быть, если это поменялось, то возможно, да, ну, то есть как-то снижаются какие-то, ну, вот тоже такой важный момент, да, что мотивация, да, вот как-то снижается у человека в целом, да. Вот если еще продолжить по симптомам, то вот такие важные как бы физические, да, процессы, которые
связаны больше с телом, да, то есть нарушается сон, да, то есть проблемы со сном, сложно может засыпать, да, либо наоборот по утрам как-то сложно вставать, да, вот. Также вот может быть сбой питания, либо переедание, либо наоборот может быть отсутствие аппетита. Больше похоже на общие такие симптомы, в принципе, любого стресса, потому что люди заедают какой-то стресс, да, есть люди, которые, наоборот, не могут есть, есть люди, которые при стрессе, наоборот, впадают в работу, есть люди, которые в стрессе не могут работать. Как именно определить, что это связано вот в рамках нашей сегодняшней темы именно с работой? Ну, вот я буду дальше еще говорить про этапы, да, и про фазы. То есть 12 фаз, когда мы дойдем до стадий, да, и, возможно, вот когда коснемся еще причин, да, потому что в том-то и дело, что не так-то просто без специалиста, да, и даже я вот дальше поделюсь с вами, есть такие простые диагностические методики, я сброшу, вот, которые могут как-то дополнить все, что сегодня мы проговорим, да, и когда вы их пройдете, то можно как-то будет более точно определить. Но такой момент, да, что даже вот когда вы приходите к специалисту, который проводит эти диагностические методики, да, то не только на методики опирается специалист, поэтому тут как бы очень такой тонкий момент, да, и даже, и очень индивидуальный, да, то есть симптомы, вот я сейчас говорю, они как-то очень по-разному у людей проявляются, да, вот в моей практике были клиенты, да, и, по-разному совсем, да, поэтому тут это такая больше общая какая-то информация, вот, поэтому тут доверьтесь своей интуиции, вот. И мне кажется, что если вы почувствуете после сегодняшнего стрима, что у вас все-таки вот есть эмоциональное выгорание, скорее всего, оно есть. Мне кажется так. Хорошо, давай тогда, наверное, перейдем к стадии, потому что, насколько я знаю, существует несколько стадий выгорания, в том числе есть такие стадии, после которых как так называемая точка невозврата существует, да? Как эти стадии вообще делятся и как их отличить одну от другой? Да, сейчас про стадии я скажу. Хочу так немножко рассказать, прежде чем перейти, это важно, про такой портрет человека, да, который, в принципе, подвержен, да, эмоциональному выгоранию. То есть на самом деле это такая увлекающаяся натура, открыт, то есть он такой активный достаточно, да, вот когда если мы берем портрет вот сотрудника, да, который приходит на работу. То есть, опять-таки, да, то есть не всегда это бывает так, не все однозначно, да, но вот как бы скорее всего. Вот, то есть широко к работе подходит с энтузиазмом, вот, то есть, знаете, так берет на себя больше ответственности, да, чем он может вообще вынести, вот, и такой обязательный, очень требовательный к себе, да, вот к другим, такой перфекционист, да, вот, это если про портрет. И здесь важный момент, если перейти уже кстати, разные есть классификации, да, это тоже важно сказать. Вот про стадии я хочу взять две. То есть первая это такая модель, чаще которую медики используют, да, она из 3 этапов состоит, она достаточно такая простая. Вот. Ну и про 12 фаз немецкого психиатра я расскажу чуть позже. Вот, так вот, 3 этапа. Да. Первый этап, то есть человек, он вот очень активен, да, то есть он горит своим делом, он много вкладывает, да, то есть это какие-то идеи постоянные, да, то есть вот работодатель, вот таких просто, кажется, мечта работодателя, да, то есть он прям такой активный вкладывается, да, и на этом этапе вообще, то есть нет никаких симптомов, да, выгорания. Вот, а второй этап — это уже есть переутомление, да, то есть уже снижается активность,
Вот. То есть уже какие-то рабочие задачи начинает откладывать, да, человек. То есть и в этот момент уже, то есть как-то человеку кажется, да, что вот он же был такой вот активный, да, ну, получается, как бы даже сверхактивный, да, вот, и есть какое-то ощущение, что вот что-то вот как будто бы не доделывает, да, то есть такой появляется страх, да, что его могут уволить, страх, что он что-то не то делает, в общем, вот какие-то такие, да, и вообще есть такое общее ощущение, да, что вот вообще что-то не так вот в его жизни, да, ну вот что, то есть непонятно. Такая прокрастинация со страхом каких-то последствий, хотя, по сути, человек возвращается в условную там норму того, что он должен делать, потому что раньше он делал что-то сверх. Ну, получается, как бы да, условно, да, но это вот зависит вообще от нашего отношения, да, в принципе, если вот так взять. Сколько ты будешь корить себя за то, что ты там что-то не сделал сверх, как обычно? Ну и в этом тоже. То есть это не все, конечно, но это тоже такая часть. Мгм. Вот, и третий этап, да, то есть это уже, а, то есть это уже когда выгорание реально набирает силу, то есть появляется апатия. Ну вот, кстати, на втором этапе тоже может быть тревога, повышение, да, здесь уже такая может быть паника, более сильная тревога, тревожность, да, то есть растет ощущение безнадежности, вот, и то есть, знаете, такое о бессмысленности жизни, да, вот вообще зачем это все, зачем эта работа, да, и что как бы мне это в тяжелых случаях и бывают и суицидальные мысли, да, и человек, ну, например, начинает как-то справляться с помощью алкоголя, да, вот скорее на этой, да, зачастую третьем этом этапе, вот, ну и вроде как говорит статистика, да, что вот чаще всего люди обращаются на этом этапе за помощью к Третий. специалисту, да, на третьем, Мгм. вот, и чтобы вам как-то было, может быть, понятнее, да, потому что эти такие этапы, они очень размытые. Вот мне нравится 12 фаз немецкого психиатра и коуча Винценца Мансмана. Я их зачитаю, эти 12 фаз. Вы послушайте себя, может быть, вот что-то откликнется вам про вас. То есть первое — это стремление к признанию, высокое честолюбие. Второе — готовность работать сверх нормы. Третье — отход от своих потребностей, то есть они отходят на второй план. Скрытые признаки перенапряжения. Может быть, я не знаю, правда, пояснить, если как понятно, я могу пояснять. Стоит пояснить, потому что фразы такие. Так, ну, готовность работать сверх нормы, стремление к признанию, думаю, то есть это понятно, да, отход от своих потребностей на второй план. Вот как раз-таки это и есть, да, забота о себе. Ну, Вот кстати, про то, да. что, да, был вопрос, вот, то есть, да, на самом деле вот как-то работа на первое место, да, все вот как будто бы, знаете, так если сейчас вот у меня родилась такая метафора, да, работа на первое место, чтобы всеми силами перейти в первую фазу, да, чтобы вот опять стать таким активным, да, результативным, вот все для этого делать, да, а на самом деле вот, как сказать, выход из эмоционального выгорания ровно наоборот, да, то есть дорога в другую сторону. Вот, а скрытые признаки перенапряжения, ну, то есть это реально перенапряжение, то есть это про вот эту тревогу, да, это про мышечное напряжение, вот, это перенапряжение, это может вот говорить про то, что и вопросы, так я понимаю, со сном начинаются, да, вот, ну вот что-то про это. Искаженное восприятие реальности, да, то есть, знаете, это мне кажется про то, что человек как-то каких-то важных вещей не замечает,
в своей жизни, да, вот я потом что касается профилактики буду говорить, да, вот это такая возможность делать паузу, да, в своей жизни, ну, вот не забегать вперед, то есть искаженно, то есть это какое-то такое, как избегание, как мне ощущается, да, вот того, что есть, то есть игнорирование, например, да, что мне плохо, игнорирование, что мне там болит голова, например, что у меня там нет сил, они снижаются, да, то есть такое вот невнимательность в том же моменте. Вот. Первые скрытые признаки заболевания, да, но это уже какие-то тоже психосоматические, да, про которые мы говорили. Это могут быть головные боли, расстройство пищеварения. Вот. Возможно, кстати, иногда боль в груди, вот как давящая, да, такая неврологическая. Давит, да, как-то сверху камень положить. Или сверху, или вот бывает, как снизу, кажется, как будто сердце болит, да, на самом деле вот проверяют сердце, и с сердцем все хорошо. Переход, ну, к наркотикам и алкоголю, да, это понятно. Вот сопротивление рекомендациям и советам, да, когда, например, родные видят, что что-то не то происходит, и как-то пытаются, или друзья, да, там что-то мы там, например, редко, к примеру, видимся, да, что с тобой, да, как-то вот, ну, расскажи, ну, какая-то такая тоже закрытость, да, появляется. Вот отчужденность от самого себя и своих эмоций, вот это такая эмоциональная закрытость, да, когда вот и от себя, то есть вот человек как будто перестает понимать, да, что с ним происходит, то есть что он чувствует, да, и вот, ну, все больше закрывается в каких-то своих переживаниях и борьба против внутренней пустоты, панических атаках, тревоги, уныния. Да, то есть это уже такая, конечно, ближе к депрессии, да, то есть такое внутреннее, ну, уже такое сильное напряжение, да, вот с которым человек, вот он ощущает действительно, что какая-то борьба происходит, да, что ему приходится заставлять себя уже что-то делать, да, то есть как я это понимаю, да, постоянно как-то что-то вот придумывать. Я так думаю, что в этой борьбе уже, ну, совсем не до радости, да, и до каких-то приятных моментов. Вот, 11-я фаза — это депрессия, как результат длительного отчаяния. Ну, я думаю, что это понятно, да, как вот. Ну и 12 это наступление полного как психического, так и физического истощения. И здесь уже говорит про то, можно говорить про то, что все, то есть тут уже нужен точно отпуск, и отпуск очень длительный. Ну и человек реально, вот, знаете, это такие... Вот у меня клиент был, ну вообще, то есть это даже вот просто прийти на консультацию, это огромных доставляют трудов, просто вот ужасно, настолько вот просто нет сил ни на что. Да, вот даже просто, чтобы как-то выйти на прогулку, да, это вот просто, чтобы, не знаю, там, лечь и лежать, да, вот такое состояние. Вот, и это, конечно, такая, наверное, уже точка, ну, может быть, для некоторых невозврата, хотя, с другой стороны, бывает по-разному. Вот. Ну, мне кажется, я думаю, что многие у себя нашли пару пунктиков, учитывая, что у нас так получилось, что у нас началась удаленка, мы начали все работать из дома, начали меньше куда-то выходить, соответственно, не нужно собираться утром в офис, не нужно там возвращаться из офиса. Стерлись границы дом-работа, поскольку это теперь одно и то же место. И да, я думаю, что многие люди столкнулись с каким-то таким условным выгоранием, но оно, наверное, будет обусловлено не только работой, а тем, что ну, ты перестал куда-либо особо ходить. Потому что ты сидишь дома, потому что пандемия, потому что работа стала домом, а дом стал работой. И как здесь, не знаю, может, наверное, правильный вопрос будет, как здесь разделить работу от дома, если это одно и то же место? Да, что касается дома, работы дома, да, это, конечно, такая действительно отдельная тема. Мне кажется, что так или иначе есть
да, эти признаки эмоционального выгорания или хронического стресса, но как-то вот эта ситуация немножко усугубила, да, все, что... Вот, ну, из таких, ну, как мне, моих, может быть, рекомендаций, да, ну, и то, знаете, как мы, на нас есть ответственность, да, и нам важно планировать как-то свой день, да, и вообще, в принципе, свою жизнь, да, вот если так взять. Вот, и поэтому очень важно делать какие-то, конечно, переключения. Ну, например, что касается, вот я же тоже столкнулась, да, и, в принципе, и мои близкие, мои друзья, да, и как-то клиенты делились. То есть очень важно находить, вот опять-таки повторюсь, переключения, да. Получается, если вы начинаете работать и вы работаете онлайн, да, то сделайте все так, как если бы вы ехали на работу, да, там, не знаю, ну, как минимум просто какой-то, если женщина макияж, да, там, одежда, да, просто специфическая одежда. Но я сейчас вспомнила. В работе дома главный бенефит, что теперь не нужно наносить макияж каждый день. Ну, я сейчас вспомнила эти истории, когда, знаете, ну это очень смешно, когда, типа, например, пиджак, и все так сверху одето, да, а внизу там, например, какие-нибудь спортивные да, штаны да. Или там, или еще там, может быть, в каких-то случаях и не только штаны, да, там, ну, да. нижнее белье, ну, в общем, как-то, конечно, вот важны, да, такие, чтобы, знаете, как ритуалы, скорее это такой ритуал, да, который будет вашей психике помогать, то есть это важно делать, просто себя заставлять, да, вот я переодеваюсь, вот у меня рабочий день, да, и я вот когда он завершается, я одеваю пижаму, да, потому что когда вы сидите в пижаме, если у вас там камера, у меня работа, например, я в онлайн работаю, я выхожу как бы с картинкой, да, и поэтому у меня так не прокатит, вот, то есть как бы устраивать себе такие ритуалы. Также это, естественно, ну, никто не отменял, да, и после вечером вы же тоже планируете, да, какие-то, не знаю, после работы мероприятия, да, если вы дома, это же не исключает там какие-то в кино, встречи с друзьями. Потому что ты вроде как у тебя теперь нет определенного времени, когда ты начинаешь, и ты можешь там дать себе возможность расслабиться и начать там условно не в 9 утра, а там в 9:30, и, допустим, закончить не в 6 вечера, а в 6:30, и так это может сдвигаться, ну, полчаса, час, да, и в итоге, что у тебя нету такого фиксированного времени, что вот 6 часов ты закрыл ноутбук и свободен, можешь куда-то идти. То есть работа из дома, она немножко так расслабляет, я бы сказала. Ну, не знаю, мне кажется, в IT, и вот вообще, кто работает на себя, вообще нет такого понимания фиксированного времени. Типа в 6 закрыл и ушел. То есть в любом случае мы там сидим, пока не сделаем, да, вот я и по себе тоже. Но тут важно что-то планировать, да, просто заранее, да, к вечером там какое-то мероприятие, неважно, с друзьями или нет, то есть что-то для себя. Я про это буду дальше говорить, да, это уже как профилактика. Вот, ну вот я говорила про ритуалы, да, и если там обед, да, ну, встреча, например, почему там обед не сделать как-то, да, там, например, сорганизоваться с коллегой, да, там вместе пообедать. Краситься, Ну одеваться, да, конечно, ну это понятно. В общем, вот, ладно, я тут слежу за временем. Давай мы Давайте еще раз двигаться. напомним о том, что мы сегодня разыгрываем. Да, у нас сегодня, напоминаю, что за самый лучший вопрос на Ютубе будет разыгран такой плед. А за то, что вы отмечаете нас в Инстаграме, мы разыгрываем такую сумку и вон такую кружку. Такой маленький офф-топчик. Да. Давай тогда продолжим. Да, а мы сейчас поговорим еще о причинах, да, и факторах. Они бывают внешние, внутренние. Потом уже, мне кажется, перейдем к такому очень важному, да, побольше уделить времени, вот именно профилактике, да, и что сделать, если вы все-таки уже загорели, да, как вам кажется. Вот, так что касается причин, да, то есть внешние причины, ну, это такие, которые, скажем так, как-то более легко устранить, может быть, скажем так, организовать, да, по-другому. Вот, то есть, например, да, это когда большая ответственность вообще в целом лежит на человека за какой-то проект, да, то есть, может быть, какая-то команда есть, да, то есть, и он эту ответственность ощущает, да, то есть себе вот сильно, да, что это какой-то прям такой груз, да, сверхответственность.
Вот, то есть, ну, она связана с высокой позицией, да, ну, в компании, например, да, то есть такое тоже бывает. И это уже, да, как, ну, является такими причинами. Вот, невыполнимые задачи, которые ставит, ну, и себе сам человек, да, как сотрудник, не зная своих возможностей и ограничений, да, ну и также, конечно, руководство, да, бывает, вот, и вместо того, чтобы как-то осознать, что, ну, слушайте, я тут как бы не потяну, да, и вот честно сказать, что мне, например, нужно больше времени, да, либо как-то, вот, человек с такой гиперответственностью, да, и вот с таким вот про портрет, если мы говорили, да, он, конечно, возьмется, да, и будет делать, вот, да, и, в принципе, стараться. А, Это также являются слишком жесткие какие-то сроки, да, вот дедлайн, когда, ну, это тоже, конечно, да, что, Все, что наверное, любят как-то айтишники. что у вас. Да. Вот, кстати, такой тоже внешний фактор — это атмосфера в коллективе, да, то есть когда есть какое-то, ну, напряжение, какие-то плохие отношения, да, то это тоже может влиять. Ну, сейчас во время удаленки плохие отношения уже так не сильно влияет. Ну, видите, тут как бы важно все-таки, не знаю, как вот вы с коллегами, ну вот, например, в моей профессии встречаться, да, регулярно, даже в онлайн, как-то это очень важно, да. И я как специалист считаю, что вот поддерживать друг друга, неважно в какой сфере, проговаривать какие-то моменты, да, там, что получилось по проекту, что не получилось, да, то есть вот это очень важная такая часть. Вот. Ну, также это нет возможности, знаете, или бывает желание, да, опять-таки, из каких-то факторов делегировать, да, свои задачи. Да, да, то есть над этим, конечно, важно работать, если вот, ну, какая-то, знаете, как рутина, однообразные, может быть, действия, да, вот на работе тоже могут быть. И такой важный момент — это баланс между работой и отдыхом, да, то есть когда от работы там, ну, не знаю, по 14 часов в день, да, каждый день, например, вот, то, конечно, как тут ни крути, это Да. много, да, ну тогда как-то хотя бы свой отдых, да, там выходные, если такая, я думаю, что, ну, по специфике, может быть, ну, насколько там делать какие-то, да, перерывы, ну, все равно 14 часов это очень много, но, в общем, баланс нужен. Ну и обычно, когда ты работаешь там, да даже если ты там 10 работаешь, 10-12, у тебя выходные остаются только для того, чтобы просто вот лежать, все, и ничего не делать. Как бороться с этим тогда? То есть вроде как нужно как-то отвлечься, да, чтобы вытащить себя из этого состояния работы постоянной. Вопрос внутренних уже вообще Ну ресурсов, вот да, внутренних ресурсы тут сил, то есть, да, заканчиваются. поэтому тут вопрос тоже на какой стадии и, как говорится, ну, насколько. Мгм. Поэтому вот, ну, про внутреннее, да, то есть внутренние, они такие, знаете, более скрытые от наших глаз, и не всегда, конечно, бывает разобраться самому, да, в этих внутренних факторах, то есть, смотрите, это получается про страх, например, страх, что уволят, ну, так как как-то не справляется, да, человек, может быть страх, что как-то не очень вообще хорошо справляется, да, с какими-то задачами, ну, скажем так, ну, не на высоте, да, как, например, раньше что-то лучше получалось. Также может быть причины внутренние — это самооценка, вопросы с самооценкой. Ну, смотрите, в каком ключе, например, да, когда есть какие-то достижения, есть успехи, но человек их не отмечает, да, то есть он как-то больше фокусируется на том, что не получается, да, на том, что нужно, да, не видит вот своего такого роста. Также к внутренним факторам еще может относиться такие скрытые мотивы, да, например, когда человек старается изо всех сил вот идти к этой успешности, знаете, успешность вообще любыми, там, не знаю, любым путем, да, вот как это, лечь на рельсы, да, что называется, то есть как из-за вот этого признания, да, чтобы доказать, например, родителям, да, вот получить вот эту любовь.
Вот. То есть это, конечно, что касается внутренних, ну, не просто бывает самому, да, как-то признаться себе, исследовать. Тут, конечно, специалист, ну, вот, мне кажется, поможет, да, хотя если рефлексировать, да, как-то заглядывать в себя, находить на это время, то можно. Вот. Какие-то рефлексии без, не знаю, особого понимания заканчиваются тем, что человек только глубже себя закапывает. Фрустрируется. Ну, возможно, не знаю, тут зависит от очень индивидуально, да, насколько человек готов встречаться, да, с этой своей правдой и заглянуть в себя. То есть, ну, тут, конечно, очень индивидуально. Ну, я сама люблю терапию и, в принципе, в профессию пришла через, да, личную терапию, поэтому я понимаю, что это не панацея, психотерапия, но мне кажется, это классный инструмент, почему бы его не использовать, потому как, во-первых, и время сокращает, да, ну, одно дело самому там разбираться, да, сколько нужно время, а здесь с помощью, с поддержкой, поэтому... Вот, и важный такой момент нарушения давать, брать, да, то есть вот человек много отдает, вкладывает сил, ресурса, да, и времени, больше часов, например, и даже если, знаете, компенсация, вот отдать, отдача, да, является зарплата, да, то есть деньги, и если даже деньги и зарплата высокая, да, ну, смотрите, какой такой нюанс, то есть человек может получать эти деньги, кажется, ну, вроде вот, да, есть этот баланс, да, а с другой стороны, а что он себе возвращает, лично себе, да, что он, ну, конечно, благодаря денег, может быть, что себе, то есть для себя, да, для себя это то, что действительно ему нравится, что приносит удовольствие, да, что про него. Вот, ну про это тоже, к этому перейдем еще. Сейчас уже, в принципе, подошли. Да, сейчас у нас профилактика, получается, да? Мгм. Что человеку делать, если вдруг он у себя обнаружил какие-то там условно первую, да, вторую ступень, как ему балансировать между тем, чтобы не погрузиться полностью с головой и не выгореть по итогу через какое-то время. И, наверное, еще такой вопрос, если ты вот уже где-то вот на той грани, где ты вот уже, ну, совсем тебе очень тяжело, есть ли какая-то вероятность вернуться назад, да, снова стать счастливым? Вот как не допустить и как лечить? Ну, здесь вот то, что ты говорила в начале, если уже на второй, да, например, там на втором этапе находишься, да, то есть тут в любом случае, это, знаете, как я, наверное, тогда сначала отвечу не про профилактику, а если уже все-таки сгорели, да, вот, то в любом случае очень важно вот остановиться, да, то есть остановиться — это перестать работать на какое-то время, пускай пойти в отпуск, да, это может быть там 2 недели, лучше 3 недели. Пару месяцев. Кстати, на нашем видео в прошлом про длинные каникулы вы можете почитать, как девушка выходила из выгорания путем длительного отпуска. Ссылка будет в описании. Да, но если это уже 3-я стадия, то это, конечно, отпуск сильно длительный. Стадии, ну, по внутренним каким-то ощущениям маловато, то есть есть еще такая стадия, когда ты уже Между, вот-вот, да, но между. еще нет. И Мгм. тогда как бы отпуск поможет, но просто это 2 неделями не отделаешься, наверное. Да, я думаю, что не отделаешься, и тут как бы отпуск просто как отпуск, знаете, может быть тоже не совсем, ну, потому что вы отдохнете, что вы придете и потом все то же самое. Ну вот да, тут Да, важно еще понимать, поэтому что... здесь, знаете что, в этом отпуске очень важно как-то сконцентрироваться на том, что вы у себя на первом месте. То есть поменять иерархию, да, не работа, не какие-то там другие, да, дела, там ваши цели. То есть вы у себя на первом месте. И это про то, чтобы стать себе таким заботливым родителем, да, вот. И что вы можете
максимально сделать для себя, да, это жить из хочу. Да, вот разрешить себе, знаете, может быть где-то, можно так сказать, эгоистом, да, мы же так избегаем как бы быть им. Вот разрешить себе быть эгоистом и пожить из этого хочу, действительно, да. Ну, я все-таки бы рекомендовала на любой из стадий обращаться к специалисту, вот, потому что, ну, на третьей это уже, скорее всего, будет психотерапевт. Я, кстати, не рассказала про свои случаи, которые у меня один был на второй стадии, а второй на третьей, да, ну как-то мы это упустили, ладно, может это, если будет еще просто важно про профилактику, да, сказать, если будет актуально еще, то что-то добавлю. Вот. И, ну, все-таки, то говорю, что вот на третий, да, то есть это уже психотерапевт, и бывает часто, да, что, ну, это уже какой-то, ну, может быть, не то, что часто бывает, у меня такой статистики нет, но это может быть медикаментозное уже, да, лечение, вот. И тоже вот помнить, да, что это не значит, что вам нужно менять работу, да, это значит, что вот, ну, важно остановиться, да, и дать себе какое-то время, потом принимать решение, то есть что дело может быть абсолютно не в работе, да, вот, а вот как раз-таки в том вашем отношении, да, просто когда, понимаете, к специалисту обращение как раз-таки поможет, да, вот про то, что мы говорили, про эти внутренние факторы, да, поможет как-то их разобрать, да, потому что если с внешними что-то можно как-то легче сделать, да, то с внутренними это более долгосрочное изменение, да, и не такое простое. Одному и правда бывает не так просто. Вот. И еще мне вот про то, что я говорила, хочется вас напугать, да, вот, что все-таки почему вот эта прямая, да, стресс, эмоциональное выгорание и депрессия, да, потому что вот третий этап можно впасть в депрессию, да, и действительно уже выбираться из депрессии гораздо тяжелее. Я думаю, что вы знаете примерно, что такое депрессия, но не тогда, когда мы говорим, да, что «О, у меня сейчас настроения нет, депрессняк», да, нет, не такая депрессия, а как раз такая настоящая депрессия, да, где уже реально очень сложно выполнять свои задачи, вообще любые задачи, даже которые у вас на автоматизме, казалось бы, да, вообще себя доставать и что-то делать, да, и тогда это уже реально мысли про и суицидальные мысли, и даже там, ну, в тяжелых случаях это попытки. Вот, поэтому, в общем, я скорее хочу вас мотивировать, да, чтобы вы делали, знаете, такие шаги навстречу к себе. Вот, то, что вы есть у себя. И в поддерживающем смысле, знаете, вот везде есть две стороны медали, да, и вот как мне нравится у японцев, то есть у них в переводе кризис двух иероглифов означает опасность и возможность, да. Так вот, эмоциональное выгорание — это с одной стороны опасность, да, а с другой стороны это такая, вот наш же организм, он уникальный, да, это как защитная же функция, да, у нас такой, знаете, как наш дружочек, да, который нам говорит: стой, постой, пожалуйста, остановись, что-то надо делать, да, и тогда про возможность — это то, что у вас есть возможность, чтобы вы у себя появились, да, чтобы как-то изменить лучше, к лучшему свою жизнь, качество своей жизни, да, потому что депрессия — это уже, ну, это болезнь, да, то есть хотя уже синдром выгорания, смотрите, скоро тоже станет болезнью, но депрессия — это уже вообще болезнь, да, из нее, то есть человек болеет, он выходит, да, а эмоциональное выгорание, то есть оно реально сильно ухудшает качество жизни, и в наших силах, да, как-то что-то делать, чтобы это преодолевать. Вот, поэтому пусть это будет в таком, да, для вас, если есть уже все-таки, да, так, чтобы как-то ваша жизнь, ну, изменилась, да, в лучшую. Вот. И Я хотела, наверное, еще тебя спросить. про профилактику я еще не рассказала. Да, но я пока что, Да. наверное, тебя перебью. Смотри, как бы вроде бы как сейчас психология набирает обороты среди масс, да, и люди начинают задумываться там о своем внутреннем состоянии, да, о том, что есть
понятие психологического здоровья и что за ним тоже нужно следить. И вот ты говорила, что у тебя есть примеры того, как люди выходили из эмоционального выгорания, из профессионального выгорания. Со второй стадии, да? Вторая стадия, да, и третья, ну, и третья И стадия, третья. да, даже, Вот да. можешь, наверное, на примере рассказать, как работает, как выглядит работа со специалистом при выгорании? Мгм. У нас просто еще есть профилактика, и я просто переживаю, осталось 10 минут. Не, у нас время условно. Да? Да. Но я Хорошо. думаю, что Мгм. ребята будут не против, если мы задержимся на пару минут. Хорошо. Тогда, то есть вот смотрите, у меня, значит, я приведу примеры двух клиентов, да, то есть первый это пример, это второй был этап условно, конечно, это очень условно, да, и по симптомам очень условно, да, но вот вы, чтобы понимали, да, что женщина, снижена интерес к работе, да, снижены вообще в целом силы, как-то ничего не доставляет радость, да, повышенная тревожность, да, в общем, есть мысли поменять работу, что это не ее вообще, да, хотя, в принципе, она к этому шла, там, не знаю, с 5 лет своей жизни, да, например. Вот, то есть, и поэтому, ну, она понимала, что что-то не так, да, происходит в ее жизни, и вот, в принципе, она обратилась. Вот. И что, например, как мы с ней работали? Я не знаю, вот тоже хочу сказать важный момент, да, каждый клиент и случай индивидуален, да, и то, что сработало с ней, да, в этом случае, ну, может не сработать с другим, да. Вот. И первым таким шагом было вообще исследование, как человек живет, да, как человек питается, спит, да, как он проводит время, какие у него развлечения есть, что делает для удовольствия, да, вот. И оказалось, что человек, в принципе, кроме работы ничего не делает. Вот. Как знакомо. И тогда потихонечку, вот, например, добавляли какие-то прогулки, да, для начала, да, какие-то вот точки. С первого это техники из mindfulness, да, это такие медитации научные, научного подхода, да, основы медитации. Это такие расслабляющие упражнения, да, чтобы снять эту тревогу, вот, чтобы снять это напряжение телесное, да, и эмоциональное, то есть ежедневные вот такие вот упражнения. И потихонечку, то есть работали мы с этой задачей полгода. И потихонечку, то есть, конечно, тут зависит от включенности клиента, от мотивации, да, потихонечку добавляя в жизнь, да, все больше как-то себя, знаешь, как-то, если так картинкой, да, что вот как-то все больше начало появляться вот она у себя, да, вот если так взять, то есть то, что ей нравится, что она хочет делать на самом деле, с кем хочет встречаться из людей, с кем не хочет, да, то есть вот какие-то такие вещи, вот, и, конечно, и разбирались вот с этими внешними, да, это и тема самооценки была, и тема страхов, да, то есть это такая вот работа, вот, которая, вот, ну, надо сказать, вот, справилась и осталась в профессии, и как бы этот вопрос вообще снят о смене, и наоборот, то есть, что вау, у меня классная профессия, на самом деле получаю там удовольствие, и как бы это мое, да, вот к такому пришли. Вот. А что касается третьего этапа, то это был тяжелый случай, и там точно нужен был психотерапевт, но отказался человек. Вот. И это была тяжелая работа, но в том плане, что просто чтобы человек взял отпуск для начала. Вот. То есть взял отпуск человек, и я скажу так, что не вышли с эмоционального выгорания. Нет, мы уже как бы ну, завершили работу, да, но человек не вышел с эмоционального выгорания, он просто как-то себя скажем так, по чуть-чуть
подуспокоил, поднабрал сил и пошел дальше. Вот, и здесь, кстати, сработал курс вот mindfulness, да, это такой курс по обучению увеличения осознанности, да, это, вы знаете, как медитация в том смысле вот расслабляться, да, как-то научиться дышать правильно, да, и это не только дышать, их при ходьбе можно медитировать, да, то есть вот ходьба как уже расслабление, да, когда ты концентрируешься на том, что ты делаешь, да, вот здесь и сейчас, это по сути вот быть в настоящем моменте, это такие навыки, когда формируются новые нейронные связи в мозге, да, и человек просто научается, и через какое-то время практик, ему уже не надо каждый день практиковать, он просто неосознанно в тело вспоминает, что вот сейчас, да, как бы напряжено тело, но я сейчас сделаю вдох и выдох и расслаблюсь, да, то есть вот, а хотя эти все практики вначале на это направлены, вот. И вот этот двухмесячный курс ему помог, но тоже, в принципе, то же самое была работа, что я говорила про клиентку, да, то есть возвращение, вот, но, в общем, человек получил какой-то ресурс, вернулся и пошел дальше. Дальше. Да, но это его выбор. Да, конечно. Вот, что касается профилактики, да, вот, я хочу начать с такого очень непростого пункта. Я сразу хочу сказать, что не пугайтесь, и это, знаете, потихонечку вводить вот этот пункт в нашу жизнь. Вот, например, на это понадобится очень много времени, да, но я сейчас этот пункт про такие экологичные методы, как можно нейтрализовать стресс. Да, вот мы вначале говорили про деструктивные, да, вот, а здесь экологичное, да, но очень потихонечку, потому что не все так получается, то есть на это реально понадобится много времени. Вот. И первое это физически, да, то есть физический аспект, то есть чтобы в вашей жизни, да, присутствовала баня. То есть каждый, смотрите, я называю пункты, каждый выбирает, что для себя важно. Да? Это не значит, что надо все делать, да, но какие-то из этого моменты. Баня, это может быть ванны какие-то, это могут быть закаливания, это могут быть прогулки, физические упражнения, спорт, да, что касается физически. Психологические. Это основы тайм-менеджмента. Это когда все-таки научиться планировать свое время. Это очень важно. Но планировать время в том ключе, планировать ежедневно и отдых, и дела для удовольствия. Вот. К психологическим относятся еще медитации. Вот про то, что я сейчас рассказывала, да, пример приводила с практики клиентской. А также психотерапия, естественно. Вот. И методы рефлексии, да, то есть такая самотерапия, саморефлексия, это ведение дневников. Да, они есть в очень разных форматах. Например, когда вы просто утром встаете, свободно есть такая техника, да, свободное письмо, утренние странички, и выписываете просто все, что происходит. Вот все, что хочется, да, там 2-3 странички. Можно не перечитывать, можно перечитывать, кто как. Но вот, то есть есть такая техника, да, есть такая, когда вы пишете, задаете вопросы себе, а что я сейчас чувствую, а что со мной происходит, а чего я хочу, да, то есть такая встреча с собой. И вот очень важно, знаете, как это, даже проговаривать, прописывать, да, это как встречаться с этим, освобождаться, да, от этих мыслей, и, возможно, можно видеть какие-то потребности свои, да, и вообще в чем вы нуждаетесь. То есть это психологические. Также вот есть физиологические, да, то есть это массаж. Туда входит еще мышечное, снятие мышечного напряжения, мышечная релаксация, да, правильно. То есть это, вот, может быть, знаете, цигун, это как пример, да, вот цигун и другие какие-то способы, да. Вот, не буду уже углубляться, вот, это могут быть дыхательные техники какие-то тоже,
очень полезно освоить. И вот иглотерапия еще входит тоже как классный метод. Вот. И получается последнее это биохимические, вот это фитотерапия, ароматерапия, кстати, это моя просто сейчас моя любовь, мое хобби, мне так помогает. Вот это какие-то БАДы, витамины, ну в общем, вот это такой первый большой пункт, но здесь потихонечку вводить, да, в свою жизнь, и это будет в целом помогать справляться со стрессом. Второй пункт, вот просто самый важный, это базовые такие вещи, как держать под контролем, как-то регулировать в балансе. Это режим сна, режим питания и желательно какие-то физические нагрузки минимальные хотя бы, не знаю, там присесть 30 раз, да, поработал, присел 30 раз, то есть вот очень важно. Дальше планировать вот отдых, да, вот про это я уже чуть говорила, да, планировать отдых, вот просто ежедневно причем планировать отдых и дела для удовольствия тоже планировать. Есть такая даже техника, одно как минимум дело в день, а лучше 3. Вот. Вот также смещать фокус, вот тоже, да, говорила про удовольствие, да, чтобы это было каких-то много приятных дел в вашей жизни, это могут быть какие-то новые увлечения, что-то новое пробовать, у кого-то хобби, у тебя, кстати, есть хобби, это здорово. Вот хобби, да, то есть когда вы можете, ну, как-то вот перегружаться, да, от работы, да, вот как говорят тоже, сместить, вот это и помогает сместить, понимаете, фокус, да, казалось бы, это еще другая деятельность, хобби, но и надо же работать, вкладывать, а бывает, начинаешь вкладывать в хобби, да, и в работе как-то больше чего-то получается, да, и результатов. Вот, вот встретиться с собой, да, про это я говорила, и периодически встречаться, это вот про то, что я говорила как пример, что это возможно сделать со специалистом, да, встретиться со своими установками, со своими страхами, да, со своими истинными потребностями, мотивами, да, то есть это такой честный взгляд, да, но для этого надо остановиться, да, и задавать себе вопросы. Это может быть, знаете, вот куда-то поехать на прогулку, да, не знаю, на природу, и вот просто встретиться с собой, да. То есть такой важный пункт. И делать это, кстати, периодически, и, ну, это вообще периодически рефлексировать, да, делать паузы. И последнее — это межличностные отношения. На самом деле важно, ну, иногда недооценивают, насколько важно общаться, да, насколько важно получать поддержку от других и уметь просить об эту поддержку, да, проговаривать то, что вас волнует, да, то есть как-то вот как-то говорят, есть такая идея, не знаю, мне показалось это интересным, что вот в окружении как минимум 6 человек важно иметь для себя, чтобы как-то вот закрывать, ну это как одна, конечно, из таких идей, вот. Вот, в общем, что касается профилактики, в принципе, это все, что я хотела сказать. Окей. У нас тут накопилось вопросов. Мы можем уже к вопросам перейти? Да, можем к вопросам. Я единственное сейчас скажу про такой небольшой бонус, да, что я сброшу список книг, во-первых, да, касательно эмоционального выгорания и стресса, небольшой список, ну такой не для профессионалов, да, и сброшу тоже небольшой список диагностических методик. Ну, мало ли вам захочется там себя еще попроходить, чтобы как-то вот поставить себе все-таки диагноз. Наверняка мы же любим себе ставить диагнозы. Вот. Кто нашел у себя выгорание. Да, и мне хочется, ну вот, да, отвечу обязательно на вопросе, да, дать такое вам задание, да, из 2 пунктов, знаете, чтобы не просто это было, вот вы пришли, поговорили, да, теоретическая часть, а вот чтобы именно вы уже сразу что-то сделали для себя. Это очень важно. Так вот, первое, что это составьте, пожалуйста, минимум список из 50 приятных дел, которые приносят удовольствие. Ну, это минимум, лучше 100. Лучше 100, и не просто его составить, а каждый день 1-3 пункта вот внедрять в свой день. Вот. И второе, получается, заведите дневник.
Если вы пока не готовы пойти к специалисту, да, заведите дневник вот рефлексии, записывать свои мысли. Вот я вам предлагаю такую методику записывать в течение 30 дней, что было с вами хорошего. Вот ежедневно. Хотя бы 1-3 пункта, я думаю, вы сможете. Что Я было думаю, хорошо, что было плохо. да, что было хорошо. Нет, здесь очень важно, что было хорошо. Да, что было хорошо. Именно фокусируясь на этом. Окей. Да. Тогда давай перейдем к Мгм. вопросам. Вопросы могут уже повторяться. Очень много вопросов. Ко Не мне? знаю, сможешь ли ты ответить, но существует ли какое-то специфическое профессиональное выгорание именно среди айтишников? Ну, вы знаете, я вот как-то, я же говорила, что я не эксперт в этой теме, поэтому так сняла с себя часть ответственности в начале. Вот из материалов, с которыми я, ну, знакома, да, я не встречалась, что вот именно как-то специфическое у айтишников. Может быть, я... Могу, наверное, предположить, что в основном люди из айтишки, они очень сильно увлечены тем, что они делают, потому что если ты не сильно увлечен, тебе вряд ли предоставится возможность долго задержаться в профессии, скажем так. Вот, поэтому зачастую айтишники — это те люди, которые перерабатывают, те люди, которые ставят себе какие-то очень высокие планки и стараются их достигать. Поэтому я не скажу, что айтишники самая подверженная категория профессий, да, которая предрасположена к выгоранию. Но я думаю, что одна из, особенно если ты болеешь в том числе за проект, болеешь за продукт, болеешь за заказчика. То есть да, в этом плане айтишники, конечно, предрасположены, мне Да. кажется. Ну, психологи, учителя больше, поэтому это так, в поддержку. Окей. С эмоциональным выгоранием к какому специалисту идти? Я, наверное, немножко предысторию скажу, что да, психологи бывают разные методики, бывают разные специализации, но вот конкретно, допустим, если человек все-таки склоняется к тому, что у него выгорание, есть ли смысл просто там к любому психологу идти или искать кого-то, кто занимается этим по большей части? Ну, вы знаете, что я бы скорее сказала, что ну, это может быть любой психолог, которому вы можете доверять, ну, по каким-то рекомендациям, ну, в общем, по каким-то критериям, да, которые важны для вас, выбрать специалиста. Но есть, конечно, которые занимаются узко тоже этой темой, то есть они являются, и как бы их специализация, ну, то есть как-то решать вам, понимаете, то есть эмоциональное выгорание, оно все равно так совсем связано, да, то есть это не сказать, что это вот прям вот этот синдром, да, который там только он, да, то есть, смотрите, он, если брать внутренние факторы, насколько все завязано, да, совсем переплетается, поэтому тут, мне кажется, мое такое субъективное, вот, мне кажется, можно идти к любому психологу. Так, вопрос про тот факт, что вы перестаете о себе заботиться, является ли фактором выгорания, я уже задавала. Да, да. Да, и мы, кстати, его затронули в 12 этих Фаз, да. фазах. Бывает ли профессионально-семейное выгорание, когда давят одновременно проблемы и на работе, и в семье? Мне кажется, просто эмоциональное выгорание в целом, да, то есть это уже не только начинаются вопросы вот на работе, да, это и в семье, то есть эмоциональное выгорание влияет на все сферы человека, да, то есть... Допустим, рассматривать с той стороны, что дома тебя ждут там родные, дети, котик, собачка, и ты вроде как должен расслабляться, приходя домой, но на тебя и там еще давят. Смотрите, то есть тут оно может быть, конечно, и так. Вопрос, что явилось причиной, да, эмоционального выгорания, как будто бы вопрос, да, то есть что могло явиться причиной. И то, и другое, то есть, да, но скорее всего, если человек работает, то, ну, он меньше проводит времени, да, там, семье, да, и когда там вот у женщины, которая с детьми сидит, например, да, в декрете, у нее тоже может быть эмоциональное выгорание, то у нее, ну, скорее всего, да, из-за детей, когда исследовать. То есть тут однозначного ответа нет, но может быть, мне кажется, и то. Но то, что оно влияет на все сферы, это точно. Окей. Следующий вопрос, мне кажется, он касается немножко психосоматики. Отображается ли эмоциональное состояние, например, на анализах крови?
Кстати, вот есть такое, что на третьем этапе уже может, да, даже анализы быть уже плохие. Есть такое. Ну и в целом, как бы психосоматика тоже тут, наверное, присутствует, да, что не Да, столько в пси анализах, а сколько в состоянии. То есть, например, я знаю, я опять-таки, я дилетант, я просто читала, что, например, если ты там что-то не можешь вытянуть, да, ты взял какую-то суперсложную задачу, тебе может начать болеть спина. Типа как будто ты действительно ее поднять не можешь. То Ну есть да, это из этих ответственность, вещей. там, плечи, да, вот это вот. Да. Да, то есть есть такие, ну, тут вопрос конкретно, ну, в любом случае, и даже в стрессе психосоматика уже начинает, да, проявляться, но вот вопрос про анализы, то, что я знаю, это на третьем этапе уже есть, когда изменения биохимического анализа крови и какие-то вопросы, ну, тоже индивидуально, у кого какие, знаете, хронические вопросы, туда, я думаю, и выстрелит, скорее всего, так. Окей. Вопрос по признакам и стадиям. Есть ли какое-то научное обоснование, почему разделяются на эти стадии, почему вообще, в принципе, на стадии разделяются? То есть какое-то научное обоснование. Немножко не понимаю Ну, вопроса, вопрос если звучит честно. как: вот мы говорим о признаках и стадиях, а есть ли этому научное обоснование? А, ну, это же, знаете, как вот эти все вообще симптомы, стадии, мне кажется, что это все тоже очень условно, да, потому что все равно вот приходит живой человек, да, и у него так может быть по-другому, вот я говорю, да, поэтому, ну, научное обоснование, но это же исследования Ну, проводились, конечно. как, конечно, я думаю, что это все, в принципе, и поэтому тут. Следующий вопрос. Как я понял, увлеченные работой айтишники легко пропускают отдых и даже когда отдыхают, продолжают обрабатывать информацию. То есть по факту это путь к выгоранию? Да. Так грустно. Хорошо. Может ли эмоциональное выгорание, не только профессиональное, с суицидальными мыслями, апатией, прокрастинацией, раздражительностью длиться более 5 лет? Или это уже депрессия? И суицидальные мысли, апатия, прокрастинация, раздражительность. Я не смогу ответить на этот вопрос, это очень индивидуально, вот, и, ну, если прям 5 лет суицидальные мысли, ну, то это, конечно, мне кажется, прям, ну, это что-то такое уже скорее похоже, ну, говорю, не хватает информации, человек Мгм. работает, вообще нет, да, если работает и как-то еще, ну, не знаю, другие сферы задействованы, да, то, скорее всего, может быть, это уже прям крайняя стадия эмоционального выгорания, вот на грани депрессии. Но вообще вот я знаю там один из случаев, что вот 5 лет было эмоциональное выгорание, Выгорание. да, у человека, ну а потом была точка невозврата, когда человек год вообще не работал и пришлось сменить деятельность. Мгм. Окей. А может ли эмоциональное выгорание спровоцировать панические атаки? Я думаю, что может. Окей. Мы говорим о пагубных последствиях выгорания для самого человека. А какое влияние может оказать выгорание человека на его взаимоотношения с близкими людьми, например, с женой и детьми? Ну, смотря на какой, опять-таки, стадии находится, да, если на последней, вот представьте, это такая замкнутость, Не хочешь, это чтобы тебя такая кто-то замкнутость трогал. от себя самого, не говоря уже то, чтобы от близких людей, да, то есть это настолько, ну, вот это вот эмоциональная, да, такая дистанция, то есть человек как будто вот с вами присутствует, да, а на самом деле его с вами нет. Ну вот как вы думаете, конечно, это будет влиять на отношения в целом. То Ну, в есть это целом, как такое должно бы, быть принятие, да, человека и понимание, но со стороны там супруги. Но мы же все люди, да, и это тоже непросто. Поэтому, ну и в целом конечно, будет выгорание, наверное, влиять. влияет на все. То есть это твое какое-то общее состояние, что Да, ты приводила примеры, что не хочется никуда ходить, да, все время только работаешь, и, ну, конечно, это будет влиять и на все остальные сферы, ты не видишься с друзьями, ты там мало проводишь времени с детьми, если там, да, есть жена, дети. То есть, ну, мне кажется, что оно в любом случае влияет. думаю, да.
А синдром самозванца как-то связан с выгоранием? Вот интересный момент, да, ну, связано с самооценкой, да, и, ну, опять-таки, мне кажется, что в каких-то случаях можно его связать, а в каких-то он может быть и не связан. То есть, да, может быть синдром самозванца, например, эмоциональное выгорание не быть. Ну, например, так. То же самое на... Для далеких людей от этого это что? Ну, это когда, то есть, все время кажется, да, что вот сколько бы я в себя не вкладывал, да, что непризнание своих, ну, компетенций каких-то, да, то есть непризнание того, что я уже что-то умею, да, то есть это постоянная такая вот еще пойти, ну, к примеру, поучиться, да, вот тут вот, а сейчас вот я тут еще сделаю, и тогда я, то есть, например, там еще много всего поделаю, тогда пойду поговорю, чтобы мне, к примеру, там, да, повысили зарплату, ну, это так условно говоря. Окей. Вопрос, наверное, хороший. Бывает ли выгорание у психолога, и как психолог с этим справляется? Ой, психолог, выгорание бывает вообще. У меня было, кстати, да, эмоциональное выгорание, что нормально. Я работала в центре государственном, у меня была практика 3-летняя, и я там подвыгорела, конечно. Вот. Я справилась со специалистом, да, у психологов есть тоже психологи свои. Вот. И, кстати говоря, вот интересный момент, что сейчас у меня так получилось, я тоже сама, ну мы же все люди, ну все же учимся как-то со стрессом справляться, да, с хроническим. Сейчас у меня затянулся стресс, да, по определенным, не буду говорить, событиям в моей жизни. Вот. И, собственно говоря, вот я сейчас понимаю, у меня увеличилось количество часов клиентов, и я понимаю, что я подхожу к эмоциональному выгоранию. То есть я понимаю, что вот есть, уже появляются такие симптомы. Вот поэтому я сейчас снова в терапии, и у меня скоро отпуск. Вот. Ну, то есть примерно, если ты понимаешь где-то, что ты вот начинаешь выгорать, Да, просто, ну, по возможности надо просто пересмотреть, остановиться. остановиться, пересмотреть свою жизнь, вот свои сферы, и вот говорю, вы на первом месте, вот про то, что, в принципе, я говорила. Существует ли методика борьбы с выгоранием по принципу клин клином вышибает? То есть еще больше увеличить нагрузку, например, пойти на курсы повышения квалификации плюс 20% к работе. Такое. Не знаю, мне кажется, что это опасно. Как-то клин клином, это не в этой ситуации. Мне кажется, что если тут иметь в виду курсы повышения квалификации, то есть если это такие курсы, которые ты там, например, очень давно хотел, и тебе супер-пупер интересно, и это такое, как бы, вроде и работа, Да, но отвлечение. если в этом смысле, да, ну да, надо индивидуально смотреть, но тут надо очень, очень сверяться вообще со своими возможностями, и поэтому, ну, хотя, как говорят там, да, смыслы какие-то, когда находишь смыслы, они дают силы, да, возможно, вы найдете смыслы, да, вот я, например, понимала, да, что мне, ну, это если объяснить про смыслы, что мне как-то сейчас вот что-то вот идти, еще стресс дополнительный, да, вот как бы это для меня правда, да, там стрим первый раз, и так волнительно, да, но я нашла для себя смыслы, да, потому что я представила, о, как это здорово, это такая красивая студия, и меня будут снимать на камеру, да, это рост для меня, как для, ну, как для специалиста, правда, да, то есть, во-первых, в тему еще раз войти, да, подготовиться, то есть какие-то случаи повспоминать, ну, то есть для меня это, то есть я нашла смыслы, и поэтому мне дало это силы. Поэтому если человек, может быть, вот отвечая на вопрос, да, найдет для себя смысл, ну вопрос тоже, на какой стадии, что происходит, да, тут очень индивидуальный И последний момент. вопрос. Есть ли вообще люди, не подверженные выгоранию? Вот что хочешь с ними делай, хоть круглосуточно заставляй работать. Не знаю. Точно ответа на этот вопрос, вот честно скажу, не знаю. Может быть, и есть. Но я как-то таких, не знаю, в своей жизни скорее не встречала. Поэтому как-то так. Окей, в целом, наверное, все.
Теперь тебе нужно выбрать вопрос, который тебе запомнился больше всего. А можно мне их посмотреть? Да. Пока Кристина выбирает вопрос, напомним, что сейчас мы выбираем победителя, который получит у нас пледик. Я еще раз его покажу. Даже замечательный пледик с буквой J. Также напоминаю ставить лайки, ставить колокольчик, чтобы помнить о наших новых выпусках. И, конечно же, подписываться на наш канал на YouTube и, в принципе, на Инстаграме. И также у нас есть канал в Телеграме. Ну что там? Сейчас. Мне вот как-то просто запомнился сразу вот этот вопрос, но я решила перечитать, но пока... Но мне вот понравился вопрос все-таки. Нет. Который про заботу был. Я вот сейчас его ищу. Когда там, если ты перестаешь о себе заботиться. Да, мне понравился этот вопрос. Окей. Получается, автор этого комментария получит от нас плед. Мы свяжемся с вами. Также напоминаю, что в описании к этому видео будут добавлены ссылки на книги. Да? Да. Да. И, наверное... про поводу розыгрыша в Инстаграме. Я думаю, что мы проведем его либо вечером сегодня, либо завтра утром. И, в принципе, все. Спасибо, что нас смотрели. Мы очень сильно волновались, да. но как, вроде неплохо справились. Спасибо вам. Да, Всё. берегите себя. Спасибо, пока.